Таксопарк Такси Хайп лучший во всем. Очень крутая служба поддержки, моментальные выплаты и невероятные заработки. Нас уже больше 1000 в команде. Приходи, и будет тебе счастье. Добрый день. Да за что извиняетесь? За то, что там я вот людей всех этих сзади всех стали. Ага. Это нормально? Это нормально, но вы очень молодец, что вы чувствуете свою социальную ответственность. Даже на такой улице. Мы на Рубинштейна 4 едем, да? А что здесь за улица дальше? Здесь не так. А вы не в курсе? Да. Нет, мы не в курсе. Скажите нам, вот как раз маленький. Ну вот эта вот улица, вот этот кусочек, да, Думская и Ломоносова, это самая злачная улица. Здесь самый лютый гей-клуб. Вот здесь. Вау. Самый лютый. Центральная станция. Здесь же вывесок никаких нету, видите? Там такая маленькая-маленькая. Ну, короче, это самая жесть вообще, которая у нас в Питере есть. То есть, когда, смотрите, когда люди сюда просят привезти, я говорю, на социальное дно собрались? Они, в смысле? Я говорю, ну, в смысле, вот так. Здесь стоят вечером машины с открытыми капотами, и у них продаются шарики, знаете, гелем дышать. Мы вчера видели, да, мы вчера возвращались, и не могли понять, что это такое. Ну вы не в курсе, да? Веселящий газ. Это анестезия для стоматологии используется. Не знаю, знаете, слышали? Нет, масочку так надевают. И как бы вырубаетесь так потихонечку. Но он имеет, как и любая анестезия, эффект. Ну, опьянение. И законом он не регулируется. Ну, то есть, да. Да. Что это, да? Они нас смотрели, как на дурачков, говорят, вы что, не знаете? Весело, конечно, вчера возвращение. А вы, я так понял, со вчерашнего дня здесь застряли? Нет, вот именно на этой улице. А мы здесь живем. Там. Этот отель. Я думал, вы со вчера на эту улицу пришли, и только сейчас. Нет, это отель, мы там живем. Хорошо выглядим для такой длинной Ну, вечеринки. это был мой следующий комплимент, как бы, да, я как бы хотел сказать, что, ну, вы просто молодильные яблоки, живая вода. Да, как вы это делаете? Да. Понятно. Нет, нас привез вчера тоже водитель. Тоже Сказал, водитель. что здесь, как же он, тусуются маргиналы. И мы такие думаем, Спросили, кто это, собственно говоря? Смотрите, вы угадали, вот сейчас, да, я же вас забрал с Ломоносова, Думская Ломоносова, мы едем на Рубинштейна. У нас есть 2 улицы для тусовок в Питере, да. Одна вот эта, где вот шарики, очень молодые люди, ну что ж там греха таить, алкоголики, тунеядцы, в общем, вот самое социальное дно, то есть геи, ну геи как бы ладно, там как бы, ну еще геи есть. твоим потом расскажем. А мы едем на Рубинштейна. Рубинштейна это другая тусовочная улица у нас, она гораздо более длинная, и она состоит, вот смотрите, там взрослый отдых. Там джаз-бары, рестораны, там всякие, знаете, винные вечеринки, там вот такой вот момент. Разная кухня, то есть там от, там, не знаю, устриц, которых только что где-то вот тут вот поймали, да, выловили, до какой-нибудь кубинской там кухни, да, то есть вариантов очень много. Рыбные, мясные рестораны. Очень там есть даже неплохие места, я вам могу сказать. В общем, через одно в путеводителе. Да, и на страшек водят, то есть там все прям путево. Да, и прямо. Мы в неприличном месте, но веселом. Да. Но если будете задерживаться, будьте аккуратными. Нет, мы вчера шли, пока нас затаскивали в какие-то кухни. Да. Мы отбивались, говорили, да нет, мы не хотим, мы домой, да, что вы хотели. Прямо за руки хватали и практически затаскивали. А вы правда не хотели? Нет, мы не хотели. Мы были в караоке, уже шли домой, да. Из караоке, поэтому это как-то уже не ходили. И пугались все эти люди с шариками, действительно, потому что это. Да, везде они были. Они были, мы не понимали, что это, вообще чувствовали, что это что-то ненормальное, но. Угу. Ну не решились. Надолго в Питере? У вас все шансы еще как бы, да. Вы мне можете сказать, что нет? То есть, ну вот так вот. Я. Ой-ой. Да. Ну будьте осторожны в любом случае, да? Постольку. А, вы по этой тематике. Да, ну вот прям туда, вот вы едете туда, куда нужно.
Причем, видите, в чем еще такая особенность этой улицы? Там не такие, знаете, типа гламурно-пафосные места, где там, не знаю, там, ну, что-то такое невероятное, какая-нибудь молекулярная кухня, где под лупой можно разглядеть блюдо, которое стоит 10 тысяч рублей. Там такого нет. Ну вот правда. То есть там сейчас вообще такое сложно найти. Ну вообще нет, еще можно, такое есть. Но вот там такого нет. Поэтому смело можете идти в любое заведение. И чем оно внешне будет казаться более хипстерским, тем, наверное, лучше. Потому что там будут готовить что-нибудь необычное. Почему я не работаю экскурсоводом, вы должны задать мне следующий вопрос такой. Вот очень странно. Да. Кроме речи у меня еще поставлен удар и амбиции. Каждое утро я их ставлю, просто выхожу и думаю, именно сегодня. Прямо от вас можно подзаряжаться. Я сама батарейка Energizer, но сейчас прямо от вас подзаряжаюсь. А когда заняты все USB гнезда и меня просят зарядить iPhone, я могу. Не уточняя, куда я буду. Кто по гороскопу? По гороскопу я кто? Кто я по Когда у вас гороскопу? день рождения? У меня день рождения. Я весы по гороскопу. Весы, прекрасно. Вы думаете? Да. Ну, вы не уверенно сказали слово «прекрасно». Нет, я про весов очень много хорошего читала. Просто вы такой вот по энергетике очень. Я вот такой же, но я водолей. Я как бы почему? Я думаю, что все-таки это не история не про гороскоп. Да? Вы вообще не про гороскоп. Да. Это что-то другое. Мы космические люди. Космические люди, возможно. Занесенные из космоса, да, пылинки. Пылинки из космоса. Смотри, как я начала разговаривать. Я еще не выпила. А вот как вам кажется, кто работает в такси? Нет, вот ответьте на вопрос. Ну только честно, вот как вы считаете? Ну то есть вот вы сейчас вызываете, вот вы сейчас вызываете такси, там, блин, сейчас приедет, короче, ох, как я этих таксистов ненавижу. Вот честно, кто работает в такси, как вы думаете? Ну, что за люди? Без разного. Ну конкретно, вот кто работает в такси? Там ленивые, например, у меня были варианты ответов. Там какие-то наоборот, кто хочет, неудачники какие-то, я не знаю, там. Нет. Вот кто работает в такси? Так. Я не просто так интересуюсь, вам очень крупно повезло. Я блогер. О! Круто. Да. И у меня на самом деле приличное число подписчиков, поэтому я. Круто. А то у нас есть одна блогерша. Да? Смотрите, канал про такси. И вы очень колоритные персонажи. И я вам обещаю, что у вас будет 1 000 000 лайков. Вау. Но смотрите, вопрос остается вопросом. На самом деле я задаю два вопроса женщинам, которые, ну скажем, вот такие вот позитивные, хорошо откликаются на коммуникации. Два вопроса. Первое, сколько должен зарабатывать мужчина? Вопрос объясню почему. Очень много в Ютубе муссирует тему, когда у московских женщин на дороге спрашивают, типа, сколько должен зарабатывать мужчина? И женщина, закатывая глаза, говорит, ну, это имеется в виду человек, с которым вы пару бы составили. Ну, она закатывая глаза, говорит, ну, от 500 как бы с перспективой. И тут же возле метро спрашивают у молодых людей, сколько вы зарабатываете. Ну, и там понятно, да, что как бы не состыковка, и у людей, соответственно, вызывает такой диссонанс в башке. Нужно ответить на два вопроса. Первое, сколько, по-вашему, должен зарабатывать мужчина? И второе, кто работает в такси, как вы думаете? На первый вы уже ответили. Разные люди, и, в принципе, мне этого достаточно. А сколько должен зарабатывать мужчина? Ну, чтобы вы с ним пару составили. Вопрос реально провокационный, я понимаю. Вообще жесть. Но нужно ответить честно. Честно, мне ваш вариант очень нравится. Кстати, даже без маловато, честно. Понимаете, это же зависит от той базы, которая есть как бы у человека, да, уже. И поэтому, не забывайте, как бы, это ваша половинка, машины, да. Квартиры там, и так далее, уже все это есть. Так. Ну, тебе как бы человек, который зарабатывает 100 тысяч, он молодец. Он молодец, это хорошая зарплата в Москве. Это вот улица Рубинштейна, но она односторонняя, мы ее объедем. Так скажите, вот это смотрите, вот нет. Вы познакомились с человеком. И он вам нравится. Отлично. Да, но вы по современным требованиям хотите нечто большего, правильно? Вы же не папуас в Африке, который бегает там, да, и шишкой причесывается. То есть вам нужна какая-то материальная база. Сколько должен зарабатывать мужик, чтобы вы с ним составили пару? Я как-то даже считала, мне Максим Викторович задавал этот вопрос. Да, сколько тебе надо в месяц, чтобы ты жила в комфорте. Тут я начала считать. Так. Сошла с ума. Ну, как бы да.
Ответ, дайте ответ. Да нету ответа. Вот четкого ответа у меня нет, да. Ну, Можно жить и на 3000 евро, можно жить на месяц. Вы говорите, Классно. на 3000 евро можно жить, можно на 10 тысяч евро жить в месяц. Жить хорошо и так, и так. Потому что женщина, конечно, хочет самого лучшего и самого большего, но она же понимает, что это как бы Если ей нереально. уже Поэтому ты нравится, и она начинаешь собирается в чем-то рожать себя детей, она уже отказывать, немножко да. про другое думает. Да, то есть, ну вот сколько должен, сколько. Да. Вот в идеале вообще, в идеале миллион, не знаю, А, долларов. у меня В были... идеале, чтобы была лодка, самолет, и тогда я буду вообще счастлива. Но Так. я же реалист, я же Так, понимаю, что так. такой мужик, там 10 их во всем мире, Так. и вряд ли я с ним И когда-то мы их все видели по телевизору. Конечно. Так. Поэтому я снимаю эту планку, там как-то, Так. ладно, без лодок, без самолетов, там можно снять, не обязательно свой. Аренду самолетов никто не отменял, лодок. Вот. Соответственно, Так. Вот, Видите, видите? вас Вот. прямо От это. меня прям не то да, слово. вас прям так Но горячий. но момент какой? Можно же ответить, например, по-другому, да? Ну, скажем, я сама готова содержать понравившегося мне мужчину, если он, скажем, Я не готова. рыбак. Вот вы не готовы, Я не отлично, готова. супер. А у меня была история, когда были готовы. Ну, почему бы нет, да. Ну, потому что меня будет бесить этот Альфонс. Я хочу, чтобы был мужик, а не Альфонс рядом со мной. Мужик должен Ну, зарабатывать. ты же не хочешь работать, он же к тебе не относится, как Я ты не сейчас хочу. про него сказал. Ну, Вот смотрите, это мой- вы- Поэтому я и одна до сих пор не нашла я того Вот, самого вот. принца. А теперь смотрите, вот вопрос, который расставит все на свои места. Вот вы очень хорошо отозвались о таксистах, ну, так завуалировав ответ, сказав, что да разные люди работают в таксистах, бла-бла-бла. И, соответственно, мужик должен зарабатывать деньги. А теперь, внимание, финальный вопрос. Аккуратно он едет. Я вижу, да. Ага. Он, мне кажется, хочет вот сюда припарковаться. Да. И не уплачивать его ничего. Стали бы вот вы, кто-нибудь из вас, встречаться с таксистом? Не про себя имею в виду, а вообще человек, вот смотрите, он кайфовый, он там блеснул где-то в ресторане, в клубе, он вам понравился, неделю морочил голову, и потом говорит, я на смену в Яндексе. У меня был такой Антоша, прекрасный мальчик, работал охранником в клубе. Я влюбилась с первого взгляда, мы провстречались год. Вот тут Год. я сейчас начну плакать. Потом он ушел сам, потому что я его попросила, что он был моложе, и я понимала, что мы как бы несовместимые люди. Влюбилась вообще и жила, и платила, и ездила, и Вы возила. самые прекрасные пассажиры за сегодня. Спасибо огромное. Вы такие милашки. Спасибо вам И вам за спасибо все. огромное. Было с вами очень приятно. Вы Да. даже отстегиваться. Не хотите, я понял. Спасибо. Хороших вам поездок. Спасибо. И Пока-пока. вообще вы супер. До свидания. Смотрите, меня не отпускают. Антоша, если ты меня слышишь, ты молодец. Жалко, что я не... А почему нет? А почему нет? Почему? Почему нет? Не надо, все будет отлично. Все будет хорошо. Но все равно, Антоха, тебе привет.